Зачем я медитирую? Несколько лет я веду свой телеграм-канал. Называется «Доктор Жимба». Многие подписчики этого телеграм-канала знают, что меня вырастил и воспитал буддийский лама. Это мой дедушка, Балбар Лама. Человек, которому я безмерно благодарен и который всегда в моем сердце. Дедушка взял меня на воспитание, когда мне было 10 месяцев, а ему было 58 лет. Когда я был подростком, узнав свою историю, я не мог представить, что должно быть с женщиной, чтобы отдать своего ребенка чужому человеку. Ведь дедушка не был даже ей родственником. Конечно, дедушка много раз объяснял ситуацию, говорил, что в то время она не могла поступить иначе, не могла слушаться своего отца. Да и я сам понимал, что дедушка воспитал меня гораздо лучше, чем кто-то мог это сделать. Но все же какая-то обида и непонимание тлели внутри. И видя это, мой дедушка предложил мне медитировать. И он начал учить меня медитации. И прежде чем начать медитировать, он сказал, что для психического здоровья очень важны понимание 3 вещей. Первый – это, что бы ни случилось, оно прошло. Ты только можешь принять это. Если ты начнешь винить кого-то или винить себя в этом, то это только разрушит тебя самого. И в дальнейшем жизни могут случиться много такого, что бы ты не хотел. В любом случае тебе нужно будет принять и двигаться дальше. Второй. Научись брать ответственность за свое счастье, благополучие и здоровье. Иметь всегда при себе свою опору. Например, он всегда объяснял: ты не можешь на меня опереться, потому что я пожилой человек. Я не знаю, когда меня не станет. Поэтому ты должен всегда опираться только на себя, ни на кого другого. И это тебе позволит ощущать свое пространство, чувствовать свою целостность и осознавать, что уже у тебя есть все, что тебе нужно. Третье. Понимать, что мы живем в потоке времени. Время никогда не останавливается и никогда вспять не поворачивает. Чтобы изменить свое будущее, ты должен жить настоящим. А твое настоящее – это отражение твоего прошлого. И живя в настоящем, действуя в настоящем, ты можешь изменить свое будущее, а на прошлое уже никак не повлиять. Эти 3 совета мне очень сильно помогают по жизни. И вот мы пришли к вопросу, зачем я медитирую? Затем, чтобы быть счастливым. На мой взгляд, медитация – это самое насыщенное переживание, которое мне доводилось испытывать. Оно рождается изнутри. Не нужно манипулировать внешними объектами. Все, что нужно для того, чтобы начать медитировать, это самодисциплина. Заставить себя сесть и медитировать. Обычно я медитирую 2 раза в день. Утром после пробуждения, чтобы вернуть ум в необходимое мне состояние, и вечером, чтобы успокоить ум. Медитация повышает мою осознанность до такой степени, что я почти физически ощущаю свои мысли. Если во мне проявляется омрачение, я могу сразу увидеть: вот оно, мое омрачение. Есть некий разрыв между дурной мыслью и осознаванием. Когда мысль приходит, я не на 100% ассоциирую себя с этой мыслью. Я отслеживаю, как она соотносится с моими нравственными принципами. Так я могу лучше следить за своими действиями, словами, мыслями, эмоциями. Если что-то происходит в моей жизни, я не позволяю высказывать все, что приходит мне в голову, резко реагировать. Я всегда стараюсь сохранить безграничное осознавание. Весь этот мир – я. Зачем мне питать все эти уродливые мысли к людям вокруг меня? Друзья, каждую субботу в 8 утра я провожу бесплатную онлайн-медитацию. Если кому-то интересно, можете присоединиться. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там много пишу о своих мыслях, о философии,
и о тех советах, которые мне давал дедушка. Будьте здоровы!